Всех приветствую на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Делюсь с вами очередной работой. Буду пристраивать заготовку в летней теме. Пора отпусков и отдыха, приезда гостей, которых я не отпускаю без самодельных подарков. Это будет летняя прогулочная сумка «Шопер». Из стеганого полотна я всегда выкраиваю максимально возможный размер. Здесь у меня 36 на 36,5 на 43,5. И такого же размера задняя деталь сумки выкроила из старых джинсов. И сюда я добавлю карман. Карман вырезала от других джинсов, и верхний край оказался сильно потрепанным. Я его обработала вот таким образом. Приложила, и мне показалось, что так будет скучновато. Я сюда добавлю вот такой неяркий цветок, чтобы он перекликался с передней частью сумки. Хотя его и не будет особо видно, но мне так хочется. Вот такой небольшой цветочный акцент. Пришила я его мелким швом зигзаг. И теперь пришью карман, размещу его в край вот этого шва. Мне, как всегда, нравится асимметрия. Вот что вот он не строго посередине будет, а вот так, со смещением в край вот этого шва. Ну вот, готово. Карман на месте. И теперь мы складываем обе детали лицом к лицу и сострачиваем с 3 сторон. Скалю детали, чтобы не сдвигались. Надо сказать, что сначала я снимала, как шила подкладку, и этот кусок уже смонтировала. И какие-то моменты могут повториться дважды. Но я не хочу уже ничего переделывать. Так, вот теперь под машинку. Вот я прострочила, и теперь для оформления донышка я воспользуюсь квадратиком со сторонами 4 на 4. Если я приложу квадратик к срезам, донышко получится уже. Я буду прикладывать к линиям шва и очерченные углы вырежу. И сшиваем. Припуски на швы я не разутюживаю, а развожу в разные стороны. А при сшивании второго угла надо быть повнимательней. Надо, чтобы шов по донышку смотрел в одну сторону, иначе он может получиться перекрученным. Ну вот я сшила и вывернула. При использовании шаблона 4 на 4 донышко получается шириной 10 сантиметров. И теперь надо пришить ручки. Для ручек вырезала 2 джинсовые полоски длиной 60 сантиметров. Ширина полосок 8,5 сантиметров. Ткань толстая, не тянущаяся, поэтому никаких прокладок делать не буду. Сложу вдвое, прострочу и выверну. Ручки готовы. Я сделала двойную отстрочку. Это придает ручкам дополнительной жесткости. На основных деталях нахожу середину и ставлю меточки. Расстояние между ручками у меня будет 11 сантиметров, поэтому от средней точки я откладываю в обе стороны по 5,5 сантиметров. Прикладываю ручки с небольшим скосом, а концы ручек выдвигаю выше линии среза примерно на 1,5 сантиметра. С таким расчетом, чтобы потом при отстрочке эти припуски попали в шов отстрочки. А на заднюю деталь я прикладываю ручки, ориентируясь на ручки, закрепленные с лицевой стороны. И затем пристрачиваю ручки на машинке. Вот, после того, как закрепила ручки, займемся подкладкой.
Выкроила 2 детали из подкладочной ткани, равные основным деталям верха, и деталь размером 19 на 26 для внутреннего кармана. Ткань тонкая, и я буду укреплять его плотным дублерином. Размером меньше я оставляю со всех сторон припуски для подгибки. Горячим утюгом прижимаю. Это у меня советский утюг, я его люблю, он такой тяжеленький. Убирать не спешу, надо, чтобы клеевой слой расплавился и склеил детали. Делаю подгибку по верхнему краю, заутюживаю и отстрачиваю. И вот теперь подгибаю и заутюживаю боковые припуски. На одной из деталей подкладки я определяюсь с местом, где будет находиться карман. Карман должен находиться несколько выше середины, потому что в нижней части у нас будет подгибка для донышка. Я отворачиваю изнаночной стороной наверх и прокладываю строчку в край дублерина. После того, как я это сделаю, я отверну вот таким образом кармашек и пристрочу с 3 сторон. И вот я карман пришила, разделила его строчкой на 2 отсека, побольше для кошелька и поуже для телефона. И теперь я соединяю обе детали подкладки, сострачиваю с 3 сторон, точно так же, как и лицевые верхние детали. Девочки, возможно, кому-то не нравится, что я так подробно показываю все моменты, но меня смотрят новички, и я делюсь своим опытом, своими наработками. И если что-то делаю не так, пожалуйста, поправляйте. Я с удовольствием приму любые замечания. Соединила детали, в боковом шве оставила небольшое отверстие для выворачивания. В нижней части по шаблону вырезала квадраты, чтобы донышко стало объемным. И вот теперь стыкуем швы и прошиваем. В готовую подкладку вставляем верхнюю заготовку лицом к лицу. Совмещаем боковые швы. Если вдруг размер подкладки и внешней детали не совпали, у меня однажды такое было, то это можно исправить, немного распоров боковой шов. Это буквально какие-то миллиметры. Ну вот у меня все четко совпало, и теперь сшиваем все по окружности. Ну вот я прошила, и через оставленное отверстие вытаскиваем на свет нашу красоту. Отверстие зашиваем. Это прошью сейчас на машинке. Ну вот, зашила. Обычно я это делаю вручную. Как правило, это или атласная подкладка. А здесь подкладочка тонкая, поэтому я ее решила так. И теперь вот осталось сделать отделочную строчку верхнюю. Ну вот, я сделала отстрочку, которая еще дополнительно закрепила ручки, потому что припуски ручек, которые я сюда оставляла, они попали в этот шов.
такая задняя сторона. Кстати, она вполне может быть и лицевой. Кстати, такое расположение кармана я считаю удачным. Если вы, как и я, носите сумку на левом плече, то такой смещенный карман оказывается ближе к себе. В него удобнее что-то положить или достать из него. И вот такое получилось донышко при размере шаблона 4 на 4, ширина его 10 сантиметров. Длина ручек удобная для носки на плече, но размер этот может не всем подойти. Кому-то, возможно, надо взять ручки подлиннее. Все зависит от полноты и роста. Мне сумка нравится. Надеюсь, что она и вам понравилась. И если это так, ставьте лайки, пишите комментарии. Вы можете поделиться этой работой с друзьями в соцсетях. И если вы еще не подписаны, подписывайтесь. А я желаю вам здоровья, мира и благополучия. И надеюсь, что мы расстаемся ненадолго.